Привет всем! В этом видео я вам попробую рассказать и показать, как сделать диагностику на Passat B3 1.8 бензин с помощью ноутбука и диагностического сканера VAC KKL. Так, VAC KKL 409.1. Купленный, конечно же, на сайте AliExpress. Ссылку, если нужно, пишите в комментарии, обязательно скину вам ссылочку. Ну что, погнали! Можно сказать, мы будем делать диагностику с нуля. Как установить драйвер, как подключить диагностический сканер. Для этого нам еще понадобится преобразователь с 12 вольт на 220, чтобы подключить ноутбук и не бояться, что у нас сядет батарея. Кстати, он очень удобный, потому что у него есть фишка прикуриватель. Так, продолжаем. Вынимаем прикуриватель в нашем автомобиле. Нужно туда вставить наш штекер от преобразователя и подключить наш ноутбук. Видим, что светодиод загорелся, питание есть. Берем наше зарядное и пытаемся его подключить к нашему преобразователю. Так, дроты размотаны. Ну, первое дело сделано. Осталось только так. Вот видно, что индикатор горит, зарядка пошла. Так как в нашем ноутбуке плохая батарея, вот нас спасет такой вот преобразователь. Запускаем ноутбук, ждем загрузки. Кстати, мы будем это все дело устанавливать на Windows 7. Также на Windows 7 мы будем искать вот эти самые драйвера, чтобы наш этот диагностический сканер хорошо работал с программой Вася Диагност. Кстати, Вася Диагност — это хорошая программа для диагностики по такому вот сканеру. Мы вот купили сканер такой на AliExpress и купили вот сканер VAC KKL с таким шнуром. И обязательно нужно покупать отдельно вот такой переходник. Он идет к Passat B3 и, по-моему, там еще каким-нибудь автомобилем немецким. Audi 80, по-моему. Может, я ошибаюсь, но это можно поискать в интернете, если кому-то это интересно. Продолжаем. Нажимаем пуск, панель управления, все элементы нужно нам нажать. Так, смотрим, камера вроде бы видит все. Так, вот все элементы нажимаем, ищем в этих ярлыках система. Нашли систему. Дальше диспетчер устройств. Так, диспетчер устройства у нас загружено. Вот наши все драйвера, которые установлены или не установлены. Стандартные драйвера, от которого работает наш ноутбук, установлены, все корректно, все хорошо. Дальше мы подключаем наш шнур Wacom, который, повторяюсь, куплен на AliExpress. Так, в USB разъем от ноутбука. И смотрим. Так, вот определился наш разъем. Видно, что у нас там, ага, вам не видно, наверное, очень мелко, что драйвер не установлен, и у нас пишется ошибка с восклицательным знаком именно на нашем драйвере. Вот, и будем сейчас пытаться эту проблему решить, чтобы у нас диагностический сканер и ноутбук нормально работали. Так, решила все-таки снять с другого аппарата, чтобы вам было более четко видно. Вот наш драйвер. Кабель мы вынимаем. Вот видно, что его нет. И назад в USB-шку ставим. И вот он получается вот не установлен с восклицательным знаком. Так, ну что, будем пробовать устанавливать наш драйвер на наш диагностический сканер KKL 409.1. Вот у нас получается восклицательный знак. Пальцем показал, некультурно, да. И вот здесь у нас находится на диске D уже заранее скачанный драйвер с папкой, папка с драйверами.
как установить. Обозначаем его, чтобы он загорелся таким светло-синим. И делаем обновить драйвер. Так, выполнить поиск на этом компьютере. Автоматический поиск обновленных драйверов у нас не получится этот вариант. Нужно использовать именно этот. Выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Обозначаем, вот нажимаем обзор. Папочку ставим, обозначаем с драйверами, которые у нас находятся на диске D. Вот мы его обозначили. ОК нажимаем. И нажимаем далее. Идет установка. Так. Закончена установка драйверов для этого устройства. Значит, все окей, все удачно. Смотрим дальше. Вот наш компорт. Уже без восклицательных знаков. Так, USB сериал. Так, CL340 компорт 3. Все отлично. Запоминаем. Компорт 3. Установилось. Так, выключаем все это дело, чтобы нам не мешало. Так, дальше мы делаем в автомобиле. Нужно нам найти. Включаем вторую передачу, чтобы не мешало. Так, нужно нам все это достать. Нужно нам найти вот такие два разъема диагностических, родных, которые находятся по сайте, напоминаю, B3 1.8 бензин. Дизеля я не диагностировал, а вот бензинки диагностируются. Он находится вот под рычагом, это все дело. Могут быть вмонтированы вот в этих фишках. Здесь они, по идее, должны держаться. Ну, кто-то их вырвал. Ну, они как бы мне не мешают. Их можно запихнуть там подальше. И все дела. Так, дальше. Нужно у нас подключить диагностический сканер к этим фишкам. Так, перешел на другую камеру, чтобы можно было работать двумя руками. Так, фишки вот смотрим. Вот черная, вот наш сканер. Фишка черная, значит черной. В принципе, если, например, перепутать, не получится. Она просто-напросто не влезет. Именно вот таким вот, видите, подходит. Их не перепутаешь. Плюс-минус. Потому что если перепутаешь, и вы засандалите живьем, то будет хана вашему сканеру. И беленький такому непонятному цвету, поносному. Так, ладно, неважно, цветами. Вот мы подключили. Вот горит наш огонек, подключен к ноутбуку. Проверяем, видно вам. Так, вроде бы все видно. И подключаем нашу программу Васю Диагност, которую можно скачать на любом сайте. Я, в принципе, могу оставить ссылку в описании. Если кому-то надо, пишите в комментарии, обязательно ставлю. И обязательно оставлю ссылку на драйвера. Если что, обязательно пишите в комментарии. Обязательно поставьте лайк, если кому-то нравится такое видео. Запускаем нашего Вася Диагност. Кстати, на этом ноутбуке сделаю первый запуск. Вы прекрасно увидите, что будет происходить. Нам нужно сделать настройки. Помните, наш компорт был 3. Обозначили. Делаем тест. Нажали тест и ждем. Вот, все у нас отлично. Статус порта ОК. Адаптер найден. Ну, короче, все нормально. Если он не нашел бы, тут написал бы красный значок. Тут вся фигня. И у нас все хорошо. Делаем сохранить. Так, выбор блока. Дальше так, электроника, двигатели нажимаем, к примеру. И уже он начинает искать ошибки, по-моему. Или нет? Сейчас, подождите, может я тороплю события. А нет, он еще подключается к блоку управления. Вот здесь должно все появиться, блок управления, все надписи. Нет ответа от блока управления. А почему? А потому что я не включил зажигание. Обязательно перед
диагностикой нужно включать зажигание, чтобы загорелись вот эти. Ага, сейчас не включу. Вот загорелись наши лампочки. Вот сейчас на данный момент можно, не заводя двигателя, диагностировать наш автомобиль. Возвращаемся к нашему Васе диагносту. Так, нажимаем электроника двигателя. Ждем. Вот здесь, вот в этих белых строчках должны появиться. Вот, все появилось. ВАК номер, кодировка какая-то, 1.8 видно, да? R4, моно, D21, не знаю, что это обозначает. И вот сейчас мы нажимаем коды неисправности. Все, оно продиагностировало очень быстро. Видим, у нас одна неисправность. Датчик холла G40, нет сигнала. Почему у нас такая ошибка? Потому что машина не заведена. Получается, датчик холла не работает, вот за этого она и бьет. Чистить ничего не надо, нажимаем готово. Сейчас заведем мы автомобиль. И еще раз продиагностируем. Так, автомобиль мы завели. Главное не покатиться. Нажать нужно ручник. Так, опять нажимаем коды неисправностей. Видите, как видите, неисправностей в нашем автомобиле нет. Автомобиль работает ровно, четко. Вот, в принципе, и вся такая диагностика на таком вот ноутбуке и с такой вот программой Вася Диагност, которую можно скачать свободно в интернете. В принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Кто просмотрел видео до конца, всех вам благ и всего хорошего. Обязательно поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Я же старался все-таки для вас. Все, всем пока-пока.